Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим об антилопах. Что мы знаем о них? Многие скажут, что скорее всего антилопы – это такие быстрые олени, только живут в Африке, где на них охотятся не менее быстрые гепарды. Но точно ли олени? И точно ли только в Африке? Возможно и нет, но точно не козлы или бараны. Те совсем другие. А кто смотрел внимательно мультфильм «Золотая антилопа», знает, что действие происходило в Индии, и что если с ней подружиться, то из-под копыт, возможно, и монетки посыпятся. И тут главное вовремя остановиться. У Козлевича в «Золотом теленке» был автомобиль Лоррейн Дитрих, с легкой руки переименованный Бендером в антилопу Гну. Не просто так, а скорее всего для скорости. Ведь как яхту назовешь, так на ней и поплывешь. Остап Ибрагимович знал, что Гну – это антилопа, хотя и не самая быстрая. Да и в природе они больше на странных коров похожи, чем на образ стройной антилопы. То ли дело газели, возможно, это антилопы. И тут же кто-то скажет: газель – это машина, причем не сильно быстрая и похожа на кубик. Значит, опять что-то не так. Но с машинами пусть разбираются автолюбители. Мы будем разбираться с антилопами. И здесь и сейчас мы узнаем, как они выглядят, где живут, что жуют, как быстро бегают и какие они на самом деле. Присаживайтесь поудобнее. Добро пожаловать в мир антилоп. Поехали! Начнем с названия. Почему антилопа? Если есть антилопы, возможно, есть и лопы. Возможно, так их назвали львы, недовольные тем, что антилопы быстро бегают, и лопать их не всегда получается. Если антилопа это та, кто против того, чтобы ее поймали, то лопа это существо, которое абсолютно за. Но таких на Земле не существует. В природе никому не нравится, чтобы их ели. С лопами разобрались. А если серьезно, то слово антилопа происходит от греческого антолопс, что означает ясноглазая или сияющая глазами. И действительно, у антилопы очень выразительные глаза. Но только у какого вида антилоп? И тут надо разобраться, какие антилопы бывают. Тут поможет систематика. Антилопы относятся к отряду китопарнокопытные. Современная кладистика объединяет парнокопытных с китами. Подотряда жвачные, семейство полорогие. И это самое обширное семейство жвачных копытных, объединяющее быков, козлов, баранов и антилоп. И тут же делаем первый вывод. Антилопы не олени. У всех полорогих главное отличие – уникальные рога. Это костные стержни, покрытые полым роговым чехлом. В отличие от оленей, полорогие никогда их не сбрасывают, а они растут всю жизнь. Второй вывод – то, что антилопы – это и не быки, не козлы и не бараны. Ученые четко выделили группу быков, козлов и баранов. И в это нельзя поверить. Но все остальные полорогие, не вписавшиеся в эти узкие рамки, автоматически стали называться антилопами. Оказывается, на данный момент это не единая группа родственников, а огромное собрание видов. А их около 100, которые часто имеют между собой мало общего. И потому антилопа Гну так не похожа на сайгака, а африканский куду биологически ближе к корове, чем к степной газели. А крошечный дик-дик вообще уникальная ветвь. По сути, антилопа – это не биологический термин, а удобное название для всех диких изящных полорогих. Биологи до сих пор спорят, перетряхивая эту корзину, и создают новые подсемейства, чтобы навести в ней хоть какой-то порядок. И пока они этим занимаются, мы с вами сейчас посмотрим на уже проделанную работу по родам. И их немало, около 40, развивая зрительную память и запоминая, какие антилопы бывают на данный момент. А через какое-то время обязательно поговорим о них в следующих выпусках поподробнее. И для начала мы отправляемся в Африку, потому что это царство антилоп. Именно на этом континенте их самое большое разнообразие и, возможно, их родина. Здесь они освоили саванны, леса, горы и болота. И начнем мы с газелей. Да, газели это антилопы. И перед нами газель Томпсона. Газель Томпсона это маленький метеор. При росте всего 60-70 сантиметров в холке она является одним из самых быстрых наземных животных на планете. Ее черная полоса на боку – идеальный камуфляж, который в мареве горячего воздуха разбивает силуэт животного, мешая хищнику сфокусироваться. Именно с ней чаще всего играет в догонялки гепард.
Хотя гепард быстрее на прямой, антилопа иногда выигрывает за счет выносливости и невероятных виражей. Она способна заложить крутой поворот на скорости 80 км в час, в то время как тяжелый хищник часто пролетает мимо, не в силах мгновенно изменить траекторию. Газель Гранта значительно крупнее и лишена характерной черной полосы, но какие у нее рога! Длинные, лировидные, с четкими кольцами. Гранты удивительны тем, что могут обходиться без водопоя дольше всех, получая влагу из растений, которые они едят ночью, когда в них больше росы. Газель Дама – самая высокая из всех газелей, жемчужина Сахары. Какие у нее длинные ноги и грациозная шея, но не только для красоты. Это позволяет объедать листву с высоких ветвей акации, до которых не дотягиваются другие копытные. Ярко-белая шерсть с рыже-коричневыми пятнышками эффективно отражает палящее солнце пустыни, спасая организм от перегрева. К сожалению, сегодня эта жемчужина находится на грани полного исчезновения. В дикой природе их осталось критически мало. Дибатак – одна из самых редких и малоизученных антилоп. Обитает она в засушливых районах Сомали и Эфиопии. Название происходит от сомалийских слов «диба» – хвост и «так» – прямой. И действительно, когда дибатак пугается и пускается на утек, он задирает свой длинный черный хвост вертикально вверх, как антенну. Это помогает членам стада не терять друг друга из виду в пыли и мареве пустыни. И если эти антилопы быстро бегают, то спрингбоки еще и высоко прыгают. Спрингбок – один из самых эффектных атлетов на планете. Его название переводится как «прыгающий козел», что полностью оправдано уникальным поведением. При испуге или возбуждении зверь взмывает вертикально вверх иногда на 3 метра, выгнув спину и держа ноги прямыми. Кроме того, спрингбоки невероятно быстры, развивая скорость до 88 км в час и способны выживать в суровых полупустынях, месяцами обходясь без водопоя. Еще попрыгать любят импалы. Ее легко узнать по ярко-рыжей спине, светлым бокам и характерному черному рисунку на крупе в форме буквы М. Импалы – непревзойденные мастера прыжков. Спасаясь от гепарда или леопарда, они способны пролететь в воздухе до 9 метров в длину и взмывать на 2,5 метра в высоту. А геренук, пожалуй, самая странная антилопа. У нее непропорционально длинная шея и очень маленькая голова. В то время как другие антилопы щиплют траву под ногами, геренук смотрит выше. Он научился стоять на задних лапах, вытягиваясь в полный рост, чтобы доставать до нижних листьев акации, которые недоступны конкурентам. Он почти не пьет воду, получая всю влагу из зелени. От бегунов и прыгунов мы переходим к антилопам-малышам. Если предыдущая группа антилоп поражала нас скоростью и гигантскими прыжками на открытых пространствах, то эти представители – мастера маскировки и скрытности. Эти малыши доказывают, что в суровом мире африканской природы выживает не только самый сильный или ловкий, но и самый незаметный. Дик-Дик, пожалуй, самая харизматичная из малых антилоп. Свое название он получил за резкие свистящие звуки «дик-дик», которые издаются при испуге. И самая заметная деталь на самой незаметной антилопке – удлиненный подвижный нос-хоботок-радиатор. Внутри носа расположена сеть кровеносных сосудов, где кровь охлаждается при дыхании, что жизненно важно в раскаленной саванне. И в отличие от большинства копытных, дик-дики образуют крепкие моногамные пары на всю жизнь. Если вы видите одного дик-дика, знайте, второй где-то совсем рядом, прячется в тени куста. А это бейра, одна из самых редких антилоп, обитающая на каменистых склонах Сомали и Джибути. Она чуть крупнее дик-дика и обладает невероятно большими чуткими ушами, которые помогают ей улавливать малейший шорох хищника среди камней. Ее серая рыжая шерсть идеально сливается с цветом скал, делая ее практически невидимой для наблюдателя. Очень небольшие стенбоки и гризбоки – это одиночные антилопы, настоящие интроверты, то есть не любят компании. Стенбок часто использует заброшенные норы трубкозубов, чтобы спрятаться от полуденного зноя или врагов, а гризбоки же предпочитают более густые заросли. Они активны в сумерках, когда хищникам сложнее заметить их маленькие силуэты в подлеске. Суни – крошечная обитательница лесов Восточной Африки. У самцов суни очень короткие, направленные назад рожки, которые не мешают им пробираться сквозь самые колючие заросли. А это балерина Клипшпрингер или антилопа-прыгун.
Ее название переводится как «прыгающий по скалам». И это уникальная антилопа. В отличие от всех других антилоп, клипшпрингер опирается только на самые кончики своих копыт. Ее копытце имеет цилиндрическую форму и консистенцию твердой резины, что дает ей невероятное сцепление с голым камнем. А шерсть полая внутри и очень жесткая. Она работает как амортизатор, защищая тело от ушибов при падениях или ударах о скалы. Ариби – самая крупная в этой мини-группе. Ее легко узнать по ярко-рыжему окрасу и черному пятну под ушком. Это пахучая железа. Ариби живут в высокой траве и обладают забавной привычкой. При опасности они выпрыгивают высоко вверх, вертикально, чтобы осмотреться поверх травы и понять, откуда грозит беда. А самая маленькая – это королевская или карликовая антилопа. Самая маленькая антилопа в мире. Ее рост в холке всего 25 сантиметров, а вес около 2-3 килограммов. Она настолько маленькая, что может уместиться на ладони взрослого человека. Живет она в густых лесах Западной Африки и передвигается молниеносными прыжками, исчезая в листве как солнечный зайчик. И если предыдущие антилопы поражали нас своей миниатюрностью или изяществом, сейчас мы познакомимся с тяжеловесами и неутомимыми кочевниками африканских просторов. Черная антилопа – гордость Африки. У самцов и сине-черная шерсть, и огромные саблевидные рога, загнутые назад, длина которых может достигать 1,5 метров. Это смелые бойцы. Черная антилопа – одна из немногих, кто способен дать отпор даже льву, опустившись на колени и орудуя своими саблями. А ориксы обладают прямыми, тонкими и острыми рогами, похожими на рапиры. Их рога настолько опасны, что даже леопарды предпочитают обходить их стороной. Но не только этим они знамениты. Они настоящие физиологические феномены. Они могут повышать температуру своего тела до 45 градусов, чтобы не тратить драгоценную влагу на потоотделение. А у адаксов рога еще и закрученные в тугую спираль, напоминающую штопор. Такая винтовая форма придает рогам исключительную прочность при длине до 110 сантиметров. И это им важно для ритуальных поединков. Жизнь в песках превратила адакса в пустынного призрака. Он способен годами не пить, извлекая влагу из редких колючек. И, к сожалению, из-за своих трофейных рогов вид оказался на грани исчезновения. В дикой природе их осталось менее 100 особей. Группы коровьих антилоп отличаются необычной анатомией. Их спины покатые, а морды сильно вытянуты. Это хирола или бубал, что звучит все равно необычно, как и сама антилопа. Она обладает самой длинной мордой среди всех антилоп. Внутри этой надстройки находятся сложные носовые ходы, которые охлаждают воздух и задерживают влагу. Их рога растут из единого костного основания на макушке. Очень они необычные. Топи или сасаби по-своему интересны. Их шерсть имеет уникальный атласный или фиолетовый отлив, который переливается на солнце. Топи часто стоят на вершинах термитников, часами высматривая хищников. Эта привычка сделала их живыми сторожевыми башнями леса. Рога у них изящные, леровидные, с четкими поперечными кольцами. А эта антилопа, о которой многие слышали и видели, не менее причудливая. Это гну. Голова быка, борода козла, грива лошади и хвост осла. Кажется, природа собрала ее из конструктора. Но это не мешает ей быть идеальной машиной для миграции. Ежегодно 1,5 миллиона этих животных совершают грандиозный круговорот по системе Серенгети-Масаи-Мара в поисках свежей травы. Это самое масштабное движение наземных млекопитающих на Земле. А из самых крупных антилоп, скорее всего, канна. Взрослый самец может весить до тонны, достигая размеров крупного быка. Несмотря на массивность, канны удивительно прыгучи. С места они способны подпрыгнуть на 1,5 метра. У них прямые, винтообразно закрученные у основания рога и характерная кожная складка на шее, подгрудок, которая помогает охлаждать организм. Да к тому же они могут развивать приличную скорость. Но обычно во время дневного зноя они отдыхают в тени деревьев или кустарников и активизируются в вечерних сумерках. Канны питаются листвой, едят иногда траву
и выкапывают передними копытами клубни и корешки. И если предыдущие группы антилоп любители открытых пространств саванн, а то и пустынь, то эти антилопы, на которых мы сейчас посмотрим, любят тенистые леса и влажные поймы. Эти животные тесно связаны с водой и густой растительностью. Это большой куду. Его облик незабываем. Высокая холка, огромные локаторные уши и благородный серо-бурый окрас с 6-10 тонкими белыми полосами по бокам. А у самцов еще и исполинские винтовые рога, достигающие в длину 1,5 метра. И несмотря на вес до 300 килограммов, куду феноменальный атлет. Обладая мощными ногами, он играюще перемахивает через 2-метровые препятствия и густые заросли акаций. Бонго тоже не маленькая антилопа. Этот гигант весом до 400 килограммов обладает яркой внешностью. Его шкура окрашена в насыщенный каштаново-рыжий цвет, который пересекают также 10-15 четких вертикальных белых полос. Этот тигриный рисунок идеально разбивает силуэт зверя в густых тенях тропического леса, делая его практически невидимым. Уникальность бонго в том, что массивными лировидными рогами обладают и самцы, и самки, а чтобы рога не сцеплялись за лиани при беге, антилопа закидывает голову назад, прижимая их к спине. Эти скрытные обитатели джунглей крайне осторожны, они ведут преимущественно ночной образ жизни, питаясь сочной зеленью. А ситатунга – болотная жительница. У нее невероятно длинные и широко расставляющиеся копыта, которые позволяют ей ходить по зыбкому илу и плавающим растениям, не проваливаясь. А в случае опасности ситатунга погружается в воду по самые ноздри. Еще одни любители воды – это кобусы или водяные козлы. И тут же кто-то скажет, какие же они козлы? На козлов они не похожи. Но тут история с историей с душком. Первое, что поражало европейцев при встрече с ней – резкий специфический запах, исходящий от шерсти. Их шерсть пропитана специфическим маслянистым секретом с резким мускусным запахом. Этот жир делает шкуру водонепроницаемой и защищает антилопу от переохлаждения в воде. В Европе самым пахучим копытным традиционно считался козел. Недолго думая, охотники перенесли это сравнение на африканского обитателя. А сама антилопа, как мы заметили, об этом ничего не знает и продолжает жить в поймах рек, и ее легко узнать по косматой грубой шерсти и знаменитому белому колечку, которое служит маяком для сородичей в густых зарослях. А это пелеа, или серый рябук, или антилопа косуля. Уникальный эндемик Южной Африки. Она не похожа ни на одну другую антилопу. Ее шерсть густая, шерстистая и серая. И похожа она скорее на большого стройного зайца, ну и немного на косулю. Только заяц это грызун, а косуля это олень. Они живут небольшими семейными группами. Пелеа очень территориальны и отважно защищает свои пастбища от чужаков. А редунки – небольшие изящные антилопы, обитающие в зарослях тростника. При опасности они издают пронзительный свист, предупреждая сородичей, и бросаются в гущу трав характерными высокими прыжками. Есть среди антилоп и ныряльщики. Это дукеры или хохлатые антилопы. Название дукер буквально означает ныряльщик. Это прозвище идеально описывает их уникальный метод защиты. В отличие от обитателей саванн, которые полагаются на бег по прямой, дукеры при малейшей опасности совершают резкий нырок, но не в воду, а в самую гущу колючего кустарника, исчезая из вида за доли секунды. Их тело имеет клиновидную форму. Передняя часть ниже крупа, а спина выгнута дугой. Такая анатомия позволяет им прошивать плотную растительность. Короткие острые рожки направлены назад и не цепляются за ветки. Хотя среди них есть и настоящие любители воды. Например, голубой дукер или чепрачный. Спасаясь от леопарда, могут прыгнуть в лесной ручей и проплыть значительное расстояние под защитой нависших корней и коряк. А мы, дорогие друзья, направляемся в Азию. Там тоже есть антилопы, да еще и какие! Сайгак или маргач, или сайга, если это дама. Современник мамонта, сохранивший свой облик неизменным на протяжении тысячелетий. Его главная особенность – мягкий подвижный нос-хоботок. Внутри него скрыта сложная система фильтрации и подогрева. Летом нос очищает воздух от степной пыли, а зимой согревает ледяной поток перед попаданием в легкие. Сайгаки – неутомимые бегуны, способные развивать приличную скорость. Изначально заселяли большую территорию в степях и полупустынях Европы
Евразии, от подножья Карпатских гор и Кавказа до Джунгарии и Монголии. Сейчас сайгаки обитают только в Казахстане, Узбекистане, с заходами в Туркменистан, в России, в Калмыкии, Астраханской области, Республике Алтай и Волгоградской, и Западной Монголии. Они живут огромными стадами и совершают масштабные миграции по степям Казахстана, Калмыкии и Монголии. Их рога полупрозрачные, воскового цвета, высоко ценились в народной медицине, что едва не привело к исчезновению вида. Но благодаря мораторию на отстрел популяция выросла. В апреле 2023 года Международный союз охраны природы зафиксировал значительное увеличение численности вида. Организация перенесла сайгака из видов, находящихся под критической угрозой, в зеленую категорию – виды, близкие к уязвимому положению. Еще одни любители побегать – это джейраны. Они населяют пустыни и полупустыни от Ирана до Китая. В Азии этот род представлен в основном забатыми газелями. В период гона гортань у самцов сильно раздувается, напоминая зоб. Это помогает им издавать громкие хриплые звуки для привлечения самочек и отпугивания конкурентов. Джейраны – мастера маскировки. Их песочный окрас делает их невидимыми на фоне барханов. Они крайне выносливы и могут долго обходиться без воды, утоляя жажду влагой из скудных пустынных растений. Джейраны очень пугливы и обладают феноменальным слухом. Адзерены – монгольские антилопы с небольшими леровидными рожками, изящно загнутыми назад. Очень милые. Они плотнее и мощнее обычных газелей, и они более холодостойкие, что помогает им переживать суровые зимы. Дзерены известны своими массовыми миграциями. Осенью десятки тысяч голов собираются в гигантские стада, напоминающие африканские миграции гну, только поменьше. Они постоянно находятся в движении, преодолевая сотни километров в поисках пастбищ, свободных от глубокого снега. В Азии антилопы облюбовали и горы, оронга или чиру, или тибетская антилопа, обитательница крыши мира. Они живут на высоте до 5000 метров, где климат суров для большинства млекопитающих. Чтобы выжить в разреженном воздухе, у оронга раздуты ноздри. Внутри них находятся специальные воздушные мешки для усиленного поглощения кислорода. К тому же самцы обладают невероятно длинными, почти прямыми черными рогами, которые на фоне тибетских снегов выглядят как тонкие пики. И на свою беду они прославились не рогами, а своей шерстью, шахтушем. Из-за этого сокровища оронга стали жертвами браконьеров. И в дикой природе осталось менее 75 тысяч особей. А это такин. Очень необычная антилопа. Хотя он не сильно на них похож. Хотя смотря кого с кем сравнивать. С гну или с королевской. Это массивное животное весом до 400 килограммов. Обитает в бамбуковых лесах горного Китая и Бутана. В восточных Гималаях. Ну что сказать, у такина такая плотная морда и мощные рога, напоминающие рога антилопы гну или буйвола. В общем, с виду такин больше похож на такина. В Гималаях даже антилопы суровые. И еще они великолепные альпинисты, способные карабкаться по почти отвесным склонам, несмотря на свою тяжеловесность. Еще одна антилопа-загадка – это сирау, обитающая в труднодоступных лесах и горах Восточной и Юго-Восточной Азии. Это с виду коренастое животное с длинными ушками и короткими острыми рожками, покрытые густым серым мехом. Сирау ведут одиночный образ жизни и очень территориальны. Они активны в сумерках и на рассвете, проводя день в пещерах или под навесами скал. Сирау – мастера выживания в вертикальном мире. Их копыта имеют твердый кант и мягкую сердцевинку для идеального сцепления с камнем. И больше они напоминают козочку. Но ни у кого не вызовет сомнения, что гарна – это антилопа. Другое название – винторогая антилопа. И это единственный представитель своего рода, сохранивший облик древних винторогих антилоп. Уникальность гарны в ее окрасе. Самцы с возрастом становятся почти черными сверху, что резко контрастирует с белоснежным животом и очками вокруг глаз. Их рога закручены в идеальную высокую спираль и могут достигать 70 сантиметров. Гарны – выдающиеся прыгуны.
прыгуны. Они часто совершают высокие вертикальные прыжки-свечки, чтобы осмотреть окрестности в высокой траве Индии. Да, гарны обитают на плато и равнинах Индии, встречаются в Непале, раньше обитали в Пакистане и Бангладеш, но в настоящее время в этих странах истреблены. И в лесах Индии тоже водятся антилопы. Нильгау – самая крупная антилопа Азии, обитающая в лесах Индии. Ее название переводится как «голубой бык» из-за сизо-серого окраса взрослых самцов. Внешне нильгау напоминают помесь антилопы, коровы и лошади. Высокая холка, покатая спина и тонкие ноги. У самцов короткие конические рога и странный пучок длинных волос на горле, похожий на бороду. Несмотря на свои размеры до 300 килограммов, нильгау очень пугливый и при опасности скрывается в густых зарослях с удивительной бесшумностью. В Индии их долгое время считали родственниками священных коров, что спасло вид от истребления. Жаль, что люди думают изборочно и не причислили всех животных в этот ранг. Было бы прекрасно. Очень интересная небольшая четырехрогая антилопа. Единственная в мире млекопитающая, имеющая сразу две пары рогов. Одна пара побольше расположена на макушке, а вторая совсем крошечная, прямо перед глазами. Эти антилопы живут в густых лесах Индии и ведут исключительно скрытый одиночный образ жизни. Они никогда не образуют групп. По поведению они больше напоминают африканских дукеров. При опасности они замирают или ныряют в густой подлесок. Четырехрогие антилопы очень привязаны к воде и редко отходят от лесных ручьев дальше, чем на пару километров. Из джунглей Индии мы переносимся на Ближний Восток. На Аравийском полуострове обитает белый орикс, он же аравийский. Это самый маленький из ориксов, но самый адаптированный к жаре. Его белая шерсть идеально отражает солнечные лучи, а темные ноги и маска на морде создают уникальный контрастный облик. Прямые тонкие рога орикса в профиль кажутся одним рогом, что по легенде породило мифы о единорогах. Но это белоснежкам не помогло. Этот вид был полностью истреблен в дикой природе к 1972 году. Но благодаря зоопаркам и усилиям экологов его удалось вернуть в пустыне Омана, Саудовской Аравии и ОАЭ. Была проделана грандиозная работа, и единорожки опять гуляют по пустыням. И вы будете удивлены, но антилопы закончились? Как так закончились? С Антарктидой понятно, холодно. А как же Америка Северная, Южная, Австралия, Европа наконец? Парадокс, но в Европе антилоп нет уже тысячи лет. Они отступили на юг с приходом ледников. И в Америке антилоп нет совсем. Но если вы приедете в прерии Вайоминга, вам обязательно покажут велорога, американскую антилопу. Но велорог – это не антилопа. Он единственный выживший представитель древнего семейства велороговых, чьи ближайшие родственники – это жирафы. Но зато это самое быстрое сухопутное животное западного полушария. Он разгоняется до 90 км в час. Интересно, зачем ему такая скорость, если в Америке, допустим, нет гепардов? Ученые считают, что он сохранил этот навык со времен ледникового периода, когда ему приходилось убегать от вымершего ныне американского гепарда. И он до сих пор не расслабляется. Мало ли что. В Южной Америке экологическую нишу заняли гуанако и викуньи, родственники верблюдов. Они такие же стройные и быстрые, но относятся к другому семейству. А в Австралии за всех прыгают кенгуру. И с большой натяжкой можно назвать микропопуляцией антилоп, в свое время завезенные людьми ради охоты. И антилопы там не прижились в таком масштабе, как кролики, верблюды или быки. А в Техасе, кстати, где множество частных ранчо, тоже завезли африканских и азиатских антилоп для трофейной охоты. Некоторые животные сбегали и образовывали одичавшие популяции. Сегодня в Техасе в дикой природе можно встретить индийскую антилопу, орикса и нильгау. Для антилоп мир делится на две главные угрозы – естественных врагов и человека. В саванне они основное звено пищевой цепи, за которыми охотятся львы, леопарды, гепарды и гиены. Эволюция отточила чувство антилоп до совершенства. Их глаза расположены по бокам головы для панорамного обзора, а ноги превращены в пружины для молниеносных рывков. Однако человек оказался опаснее любого хищника. В истории антилоп есть моменты, когда целые популяции оказывались на грани исчезновения. Самый известный пример – аравийский орикс, который в 1972 году был полностью истреблен в дикой природе охотниками на джипах.
Его спасли лишь благодаря нескольким особям в зоопарках. В степях Евразии сайгаки едва не исчезли в 90-е годы из-за браконьерства. Их численность сократилась на 95% всего за десятилетие. В Африке адакс и хирола сегодня исчисляются лишь сотнями особей. Также едва не погибла саблерогая антилопа, чье восстановление в Сахаре стало чудом современной науки. Согласно Красной книге, такие виды как адакс, саблерогая антилопа и лесная бонго балансируют на грани исчезновения. И главные угрозы — это охота, браконьерство ради ценных трофейных рогов и уничтожение исконных мест обитания. Распашка земель под фермы и установка заборов перерезают древние миграционные пути, обрекая целые стада на гибель. Но современные меры спасения все-таки дают надежду. Национальные парки стали последними бастионами дикой природы. И наша задача — сохранить мир, в котором все еще есть место чуду. Возможности увидеть, как над горизонтом в золотой пыли заходящего солнца проносятся антилопы, совершая свои невероятные прыжки в бесконечность. Природа — это наш общий дом, и антилопы — одни из прекрасных его обитателей, заслуживающие того, чтобы бежать по этой земле вечно. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.